Всем привет! Начал снятие мотора и, как ни странно, со снятия бардачка. Дело в том, что вот эти разъемы, они подключены к блоку управления двигателем. Вот он. Вот разъемчик я снял, основной. И там еще один беленький разъем, вон тот вот. То есть я снял в общей сложности два разъема. И вот эта толстая кишка, проводка, она идет к двигателю. То есть надо отключить сначала здесь провода, вытащить их под капот, и можно снимать целиком двигатель, не снимая проводку с двигателя, не отключая от разъемов, датчиков. Так очень удобно. Здесь два разъема, на двигателе 42 разъема. Поэтому стартуем так. Под капотом этот провод выглядит вот так. Возле аккумулятора вот эта резинка, она уже поддается. Я ее снизу отстегнул, там застежки вот такие хитрые пластиковые, их надо поддеть. Это зацеп, который не надо трогать, а вот тут видно застежечки. Так, дальше. Здесь жгут проводов, два разъемчика, их надо будет отсоединить. И жгут, как мы видим, идет напрямую на двигатель. И вот это все безобразие, да, тут не покажешь. Ну, вот он. Вот, расходится налево-направо, подключен к разным клапанам, датчикам, чтобы все это не рассоединять. Рассоединяется в одном месте в салоне под бардачком. Ловись, рыбка большая, ловись, рыбка маленькая. Процесс идет. Снял газовый мозг. Stage. Целиком тоже коса идет на двигатель к форсункам. Оставляем так. Здесь у меня на бак провод идет. Я его просто перережу и потом обратно соединю. И на датчик температуры то же самое. Электроклапан просто отсоединяем. Все лишнее. Чик-чик. Это остается на двигателе. Изолента пересохла, уже и не держится, как бумага. Снял воздухан, снял накладку на воздухан, и дело движется. Честно говоря, на вид уже не так уж и страшно. Видно, компрессор кондиционера весь в масле. Сейчас надо откачать фреон и отсоединить от него трубки и позатыкать, чтобы туда не попадала грязь. Если там, конечно, фреон есть. Ну а дальше сливать антифриз и отсоединять патрубки охлаждения. Их довольно много. Тоже неприятная штука. На печку там патрубки. Ну а потом уже можно и ходовой заниматься. Пока разборка меня радует. Скорость разборки. Все-таки японец, не какой-нибудь Мерседес. Это, кстати, Мерседес так выглядит сейчас. На сегодня мой рабочий день закончился. Возможно, не сильно много успел по Infiniti сделать. По крайней мере, отключил всю проводку, все шланги. На печку там осталось два шланга. И осталась ходовая. На завтра планы открутить выхлопную систему. Покажу завтра подробненько ржавые гайки, которые меня очень сильно смущают. Но для них я взял специальную горелку под MAP газ. Если кто знает, это типа пропана, но специальная смесь, которая дает большую температуру горения газа. Ну вот завтра потренируемся, попробуем, как она будет греть металл, потому что обычные пропановые баллончики, они не очень. Если честно, сами горелки тоже не очень. Поэтому нормальную ржавую железяку ей обычным газом, пропаном, не прогреешь. Поэтому попробуем MAP.
как он себя ведет. Если не поможет, тогда будем резать болгаркой. Так что на завтра план заняться ходовой. Откручиваю ходовой, и, в принципе, послезавтра можно будет снять двигатель. Может быть, кто-то скажет, что это быстрее делается. Возможно, кто-то может сделать быстрее. У меня скорость не самое главное. Главное сделать все правильно, ничего не поломав. Так что пока месть на этом все. Всем удачи и пока.